Название нашей сегодняшней пресс-конференции интригующее: «Тайные игры Тбилиси на Кавказе». И мы начинаем пресс-конференцию бывшего представителя президента самопровозглашенной республики Ичкерия в Грузии Хизри Алдамова. Я по своему желанию оказался в России. Это случилось в 2004 году, когда меня отравили в Грузии. С этого дня у меня начались мысли работать все возвращение в Россию. Когда партия Саакашвили начала движение брать Шеварднадзе прийти власти, все смотрели надежды, все думали, что это новое этот человек может принести в Грузию. Все были довольны. А многие знали, что он хочет. Он хотел вообще убрать все силовые структуры в Грузию, уничтожить все, и свою систему хотел внести. Это потом убедились мы в этом, когда рядом оказались молодые ребята, которые пришли с Запада. Это соросовская группа, 5-6 человек, которые оказались рядом с Саакашвили. Это Руруа, Бокерия, Адришвили, Угулава. Вот это такая группа оказалась рядом. Все молодые ребята, они выросли перед нами в Грузии, я вырос, я смотрел на этих ребят, как они пришли к власти. Первое, то, что они хотели, сделали, все силовые структуры убрали, бывшие у Шеварднадзе кто были, начиная с безопасности Йоселяни, МВД Кахат Аргамадзе, пограничников Валерий Чхейдзе и антитеррористический центр Леван Кенчадзе. Эта группа возглавляла чеченскую группу, то, что находилась в Грузии. Они возглавляли их переход с Чечни в Грузию, и все контрабанды, которые из-за границы заходили на Чечню, принимали они. МВД принимала Грузию. Все они контролировали. Все финансы, контрабанда, оружие. Все этом присутствовал я лично, Хизри Алдамов присутствовал все это. Перед моими глазами проходило все. Все я это видел. Видел, как информации проходили, что там готовят оружие, что-то. Нет, оружие принимали из таких государств, как Болгария, как Турция, как Украина. Оттуда получали это все оружие и отправляли в Чечню. Я сам лично присутствовал в этом. Вот то, что он назначил Гамсахурди вместо Циклаури, они полностью хотели уже меня отчит убрать, чтобы близко не подошел, чтобы они систему забрали. Для этого я информацию имел. Алла Дудаева, который находился в Литве, я сказал Георгий, вот его адрес, все, они привезли его, сразу дали гражданство, его приняли, потом по его просьбе во Франции находился чеченец, который в парламенте где-то находился, этого человека они привезли против Ахмеда Закаева, против меня, ну, они уничтожить хотели. Вот они собрали эту систему, чтобы проконтролировать Чечню. Я вам скажу, для этого это два человека нашли Идигова. В Грузии есть группа у Идигова, родственника Умара Идигова, который женился на грузинке Хангошвили. Эта система собралась вместе Алла Дудаевой. Новая система собрались уже без нас, грузинская сторона. Это почему делалось, я вам скажу. Саакашвили хорошо смотрел, что деньги идут молодым людям, чеченцам, кистинцам, все туда дают. А он хотел, чтобы эти деньги туда не попались. Он сам начал встречи. Саакашвили в мусульманские страны выезжал, своих министров посылал. Но там не был разговор, что мне дайте деньги. Но он просто говорил, зачем этим деньги даете. Вот банк выделяет деньги, мы поможем этим людям. Это официально я вам говорю. Эти деньги получали они, система Саакашвили. Получали эти деньги. Если получают 10 миллионов, оттуда дадут, даже миллион не давали ребятам, чтобы пойти в Россию, сделать теракты, сделать такие вылазки против России. Все это делалось уже вместе с Саакашвили, Гамсахурди и Циклаури. Эта группа Циклаури в парламенте работал, диаспора там создали специально. Здесь замминистром Гамсахурди в диаспоре тоже правительство. Вот это дуэты, это два человека уже вели все.
Вот последнее время уже это два человека начали меня просить, мы хотим Всемирный конгресс провести в Грузии. В этом деле помоги нам свой телефон и дай, ты всех знаешь чеченцев, дай нам их телефон. Я помог. Для этого из-за границы ко мне позвонил замминистра Грузии Георг Панидзе. Вы можете в интернете попросить, это разговор показывали, там написано. Он обратился ко мне, помоги нам, мы хотим Всемирный конгресс провести чеченцев, на меня это вложили. Помоги нам. Я говорю, хорошо, помогу. Я думал, меня тоже, наверное, пригласят туда. Я дал им много адресов разных стран. Они всех этих людей привезли, назначили в 2010 году, уже назначили это конгресс. Я даже не знал, что. Случайно ночью звонит сын Масхадова, Анзор Масхадов, ночью какой-то с гостиницы, там Гамсахуди, все. Ты почему не находишься на этом конференции? Я не знаю, я говорю, меня не пригласили. Как не пригласили? Ты же нам говорил, что ты проводишь. Я говорю, там рядом, кто есть, у них спроси, почему я не нахожусь. Вот система вот так пошла. Они создали вот эту систему, чтобы нас отчили, начали уже совсем другую систему. Как получали они деньги? Я вам уже сказал. Для этого надо было начинать какое-то движение. Для этого начался в 2008 году война, которую российская сторона начала с Грузии. А Грузии эту войну начал Михаил Саакашвили. 3 дня я смотрел этот телевизор. Я день и ночь, он уже взял одно село, второе село уже взяли, скоро зайдем, скинули, все будет. Ну, это время закончился, это все, Россия уже 25 километров от Тбилиси. А мне звонок ночной, ко мне звонит Георгий Гамсахудия. Это замминистра по диаспоре, который я вам говорю, звонит и мне говорит, Хизир, что вы не помогаете нам, чеченцы, вы что, дайте хоть счет банка, дайте мне, мы огромные деньги выселим вам, дадим. Только начинайте теракты в России, Владикавказа, Северной Осетии, там еще в республике, начинайте теракты, вы же видите с нами, что Россия делает. Начните это, вам сколько угодно деньги дадим, дайте счет банка. Начался второй этап. Надо все теракты произвести в России обязательно. Я знал, как это делается. Они выделили группу на Украину. Через Украину начали выделять деньги. И после этого, вы знаете, несколько терактов было. Все это возглавлял Саакашвили. Это его группа. Это антитеррористический центр, который сегодня находится в Грузии. Она во всем возглавляет то, что хороший, плохой, во всем этот центр отвечает. А за этим главным МВД отвечает за этим. Глава МВД Каха Георг Панидзе сегодня, Георг Панидзе замом считается. Ну, его в руках, чеченский вопрос, все его в руках. Любые теракты, то, что происходит, там кистинцы, чеченцы, разницы нет. Он возглавляет, в его руках. Любой человек на его руках отправляют в Россию или нет. А большинство кистинцев отправляют в Владикавказ. Первый теракт, то, что происходит, обычно Владикавказ быстренько находит. Вот так начался эта маленькая война. Я сегодня честно хочу сказать, этот человек, больной человек, я вам честно говорю, он ненавидит Россию, он ненавидит русский народ. Потому что его приближенные, вот эти соросовская группа, Таргамадзе, вот эти бокери, эти люди ненавидят русских. Я там жил, я знаю, вместе жил, я это все отлично знаю. Они всю ночь думают, как плохое сделать Россию.